Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что прояснится? События ближайшего будущего, ближайших 10 дней на декаду Таро с 20 по 30 апреля. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты на этот период. И мы зададим такие вопросы. Что уходит? А что придет взамен? Вполне вероятно, вот та большая ретроградность, которая у нас заканчивается с 14 апреля, буквально Венера, планета, олицетворяющая благополучие, личную жизнь и деньги. То есть, вообще это наша где-то стабильность. Она теперь переходит в прямое движение. И поэтому, с одной стороны, вторая половина апреля ожидается более динамичная, нежели первая. Хотя, могу сказать, период ретроградности уже запустил какое-то колесо истории. И эти изменения, они продолжатся. Но это не будет для нас, как на каком-то эмоциональном надрыве. Почему? Потому что словно пространство, Вселенная нас готовила к какому-то факту. Поэтому то, что должно случиться, оно все равно произойдет. Может этот период сопровождаться, как мы узнаем, какую-то неожиданную тайну. Или мы просто по-другому видим реальность, в которой мы живем. Вот и с этим я тоже могу согласиться. И вполне вероятно, пусть не у всех, но у кого-то из вас может стать вопрос выбора: ждать или отпускать. Словно есть в нашей жизни или в одной из сфер жизни какие-то пункты, когда мы либо понимаем, что отношения или по работе важное решение мы переводим на новый уровень, и это новая точка отсчета, либо это какая-то как точка невозврата. Вот этот самый выбор, он может присутствовать и где-то пересекаться, как и с новостями, или с тем, что вы сами хотели, может быть, осуществить. Вполне вероятно, что-то и надоело. Я такое тоже могу предположить, потому что предыдущий затяжной период ретроградности тоже так это мог подострепать какое-то терпение каждого из нас. Давайте с вами узнаем. Первая карта, что уходит. Что уходит? А что приходит взамен? Что же прояснится? Какая правда откроется? Или с чем вы, может быть, разберетесь? Неожиданности, неожиданные события, может быть, и неожиданные новости. И мы достанем 3 карты из колоды Ленорман. Это как 3 знака судьбы или 3 ключевых события. В целом колода как раз нам больше событийный ряд раскрывает. Возможно, это сферы жизни, на которые вам нужно обратить внимание с 20 по 30 апреля. Первая карта как знаки судьбы или ключевые события, важные события ближайшего будущего. И третья. Достанем с вами из колоды Таро карту «Совет» и будем смотреть, что же уходит. Королева жезлов. Но, может быть, контакты с конкретным человеком. Такое я могу предположить. Королева жезлов вообще это у нас очень интересная женщина, может быть. Хотя я допускаю и мужчина, но вот в таких энергиях. Все же по полу мы карту не рассматриваем. Но для кого-то это может быть конкретная женщина. С одной стороны, королева жезлов – это та, которая проходит очень сложный жизненный путь. И ее жизнь не раз ставит на колени, ей вот этот жизненный экзамен довелось сдавать не единожды. В результате это ее делает более такой, знаете, может быть, с одной стороны и продуманной, потому что другого не остается, как себе не навредить. И поэтому очень положительное качество, она умеет хранить тайны свои и чужие. Она очень удачлива в бизнесе или умеет правильно распорядиться как-то деньгами. Но то, что мы никогда не узнаем, что же она там задумала, вот этот момент он присутствует. Но это ресурсный человек, безусловно, потому что он прошел сложный путь проб и ошибок. Может быть, это вы, мои дорогие, вот в таких энергиях, когда вам приходится делать какой-то важный выбор, и вы о нем никому не говорите. Вы сами для себя что-то решаете и словно прощаетесь с каким-то прошлым жизненным этапом. Опять же, вот как по этой карте, по энергетике, я не хочу себе больше навредить. Я выбираю себя. Королева жезлов выбирает себя. Хотя я могу допустить
И переводятся отношения на новый уровень. Вы раньше встречались, а теперь вы задумаетесь, как ваши отношения оформить на бумаге. Давайте мы посмотрим дальше. А что уже придет взамен? Ну, тут прямо как помощь высших сил. Вы знаете, если это какой-то союз, это может быть продолжен союз. Пусть он переведен, допустим, ну, как в новый формат отношений. Или, может быть, какой-то еще период, да, когда есть, ну, правда, по работе или по бизнесу какая-то общая заинтересованность. Может быть, это и ваша помощь такому человеку. Но шестерка пентаклей, это, знаете, все-таки как знак свыше. Почему? Потому что это карта равновесия, как и душевного где-то равновесия, так и буквально, когда какие-то отношения вы друг друга дополняете. Почему мы часто говорим по судьбе? Но еще это одновременно карта финансового успеха, мои дорогие. Когда вы можете конкретно, вот что придет взамен, может быть, были какие-то обещания, но тем не менее вам удается в этот период времени решить какую-то финансовую ситуацию или вопрос. И я должна сказать, для тех, у кого патовая финансовая ситуация, есть тот человек в вашем окружении, который вам поможет. Может быть, это деньги раньше не поступали или задерживались где-то, тогда вы их здесь можете получить. Или для себя какую-то новую стратегию финансовую вы тут тоже можете проложить, что-то просчитать. Но опять же, добрая карта, по сути дела, карта удачи, возможностей и больше по части финансов. И, может быть, с учетом королевы жезлов, это ваш какой-то план, которым вы переводите из идеи на более такие материальные рельсы, как вы будете действовать. Давайте посмотрим, что прояснится. Ну, вообще можно наш расклад завершать, потому что карта мага. Все стихии в руках. И вот нам художник прорисовал. Для вас нет ничего невозможного. Может быть, это вы где-то тоже сталкиваетесь с таким человеком, который великий манипулятор. Вот этого я тоже не могу исключать. Ну и ваши-то возможности, мои дорогие, они ведь тут тоже не ограничены. Может быть, вам приходится договариваться вот так непросто с каким-то человеком, который достаточно продуманный и от которого не знаешь, что ожидать. Поэтому слушайте свою интуицию. Интуиция вам однозначно помогает. Вы то, что невозможно, ну вот как осязать в нашем материальном мире, вы путем вот таких предположений или шестого чувства уже можете что-то просчитать. И пусть это выглядит как бы иррационально, а тем не менее, доверяйте подсказкам собственной души. Мы ведь спрашивали, что прояснится. Так вот, вам тут ваша душа, ваша интуиция будет давать правильные подсказки. Может быть, как действовать. Действовать совершенно не так для того, чтобы решить ряд вопросов. Как по делам, по бизнесу, так и по деньгам. Возможно, оформлению документов. Или выйти из какой-то щекотливой ситуации. Или из какого-то непонятного вопроса. Из непонятных отношений. Ну, наверное, маг. Любой спектр вопросов, и нет ничего невозможного. И для вас что-то проясняется. Понятно, у каждого свои задачи, и значит, у каждого из вас есть какая-то своя болевая точка или болевая тема, которую вам нужно решить. Вы увидите выход. Давайте спросим, неожиданные события, неожиданности, то, чего вы же не ждете. Король кубков. А вы знаете, если вы слушаете интуицию, для вас тут нет ничего неожиданного. И правда, может быть, как я в самом начале говорила, перед нами разворачивает палитру истории, колесо самой истории или тех событий, которые произошли ранее. Они вас постепенно, шаг за шагом подводят к какому-то итогу, словно вы видите одну реальность, потом перед вами это дополняется какими-то еще сведениями. И плюс, если вот вы, как люди интуитивные, это анализируете, то вы уже как будто прежде могли знать, к чему это все идет. И теперь вас это даже не удивляет. Может быть, несколько неожиданно какие-то новости по части личной жизни или по части денег, потому что деньги или какой-то материализм и чувства – это две сферы. Король кубков тут полный маг и волшебник, и где-то по энергетике
слегка эти карты похожи, потому что король кубков – это единственный персонаж во всей колоде, который умеет правильно в материальные вопросы не добавить эмоций, чувств, они там делают жизнь только путанной. Или наоборот, там, где касается наших близких или вопросов любви, ну, не нужно быть таким сухарем, прагматиком, правда, а эти чувства как-то нужно уметь проявлять. Тогда наша жизнь более красочная, с романтизмом, тогда нас больше она радует. Но, тем не менее, интуиция все же вам действительно помогает, и вот эта самая новость, она вас не заставит врасплох, это точно, потому что вы можете себе сказать: я где-то это уже предчувствовал или знал. И для вас нет ничего, опять же, невозможного. Давайте посмотрим, какие сферы жизни нам раскроют карты. Вот правда, все ключи в ваших руках. И бубны бумаги, документы и деньги. Поэтому у кого что? У кого-то бумаги подписать, у кого-то к чиновникам пойти. Может быть, и вы сумеете со всеми договориться. Еще, может быть, некоторые детали узнаете, которые прежде были как будто в тени. Перед вами тайна какая-то может открыться. Или человек какой-то может проболтаться. Вот и такое я даже допускаю. Вы умеете к себе располагать людей. Пользуйтесь. Может быть, держите где-то паузу. Такой психологический прием. Человек нам что-то рассказывает, и он, глядя на нас, ожидает нашей реакции. А если наша реакция тут же не следует, мы ничего не говорим, мы молчим, мы выдерживаем паузу. Человек продолжает дальше. Он думает, что ну, что-то не договорил или мы что-то не поняли. И он рассказывает больше. Мы опять молчим. Тогда он еще добавляет каких-то деталей. Вот так шаг за шагом, такой психологический прием. Но в результате человек нам скажет больше, чем он намеревался в самом начале. Поэтому вот такие мягкие энергии, в который раз повторяю, вам действительно помогают, дают вот эти ключи в руках, буквально для себя что-то прояснить. Причем это какая-то информация. У нас вверху 8, и это будет что-то такое очень важное на длительный период времени. И одновременно 33. Это как победа. И какую-то победу вы можете одержать. Будьте внимательны, правда. Дипломатами и интуицией. Будьте дипломатами и интуицией пользуйтесь одновременно. И тогда вот, наверное, все ключи в ваших руках. Опять же, вы поймете, какую гору нужно обходить, а куда, может быть, вы вообще направление смените. И я могу такое предположить, кто-то из вас меняет как свои задачи жизненные или интересы, да, как горизонты какие-то другие открываются. И куда вы прежде собирались идти, вы тут подумаете о том, что а зачем это мне туда? Или зачем мне эти отношения? Или зачем мне такая работа? Или если там все время какие-то препятствия, и вы ищете вот как раз ту лазейку или наиболее удобный фарватер, как вот между этих скал нужно обойти и пройти. И причем много птиц, много разрозненной информации, какая-то путаница может быть еще одновременно. И кто знает, может быть, в это препятствие и не нужно его преодолевать, а просто пойти куда-то в другом направлении. Ну, вот и такие вопросы вы можете тоже решать. В конечном итоге, правда, продуктивный период уж на деньги это точно, или решение вопросов по части, кстати, переезда. Рыба – это деньги и путешествия. Или перемещение. У кого-то командировки, у кого-то, может быть, смена места жительства, у кого-то релокация офиса, у кого-то вы хотите работать из любой точки мира или осваиваете какую-то профессию, новую, может быть, скиллы, навыки, ремесло какое-то приобретаете, особенно с учетом карта мага. Для вас нет ничего невозможного, но продуктивный период, я должна сказать, на какие-то ваши решения, на какие-то ваши, мои дорогие, желания и возможности для этого будут. И причем уйти, может быть, вот как по этой карте гора, от того, что, ну, как мы думаем, что если мы сейчас преодолеем, то откроется перед нами какой-то новый горизонт. А карта нам где-то подсказывает. А ты подумай, а нужно ли тебе туда? Может быть, ты и преодолеешь эту гору, но тот пейзаж, который ты увидишь, совсем не обязательно тебе понравится. Поэтому, может быть, вы тут что-то можете переиграть или передумать, как я сказала.
Давайте посмотрим карту совет. Но вам тут прямо фортуна сама помогает, колесо фортуны, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны. Тут чего-то нельзя отложить на потом. И на потом отложили, а потом уже и возможности нет. Тут кое железо пока горячо. У вас очень серьезные арканы, которые говорят о том, что пусть это период не такой большой, 10 дней, но то, что это на какой-то далекий срок, и вы принимаете решения, и такие вот они будут базовые и одновременно надежные. Вы действительно можете и передумать, и сменить направление, даже в плане того, что не собирались никуда отправляться, а теперь поедете. Может быть, это дела того требуют, но тут ведь кто-то может задуматься и о переезде. Или пусть какая-то личная история каким-то образом перемежается тоже одновременно с вопросами финансов, вашего благополучия. Но у вас аркан мага. Это что прояснится? Вы сами можете очень многое прояснить. И где-то фортуна на вашей стороне. Все же это карта успеха. И я хочу достать 3 карты. Мы с вами посмотрим энергетику по основным сферам жизни. И первое, именно энергетику. Ваши достижения, профессионализм ваш, работа. Какие энергии будут преобладать в эти 10 дней для вас? Давайте достанем карту как совет. Вот смотрите, 7 жезлов, такая красочная карта. Все тут со своими жезлами настроены на то, чтобы каким-то образом с нашей ведьмочкой провзаимодействовать. Она, конечно, она может парировать, но всегда по 7 жезлов это людям от нас что-то нужно. Или нас пытаются к чему-то уговорить, или наоборот, знаете, это взывают к нашей совести или каким-то обязательствам. Но опять же, нам тут легко в какие-то новые обязательства вступить или буквально на себя их взять, потому что мы даем возможность себя уговорить. А карта нам говорит: нет, подумай. А надо ли? Может быть, лучше отступить полшага назад и в чем-то не участвовать, потому что есть конкретный интерес окружающих, но не ваш личный какой-то. Вот на работу тут ведь нам говорили, маг, он на своей волне. И поэтому отступить полшага назад и не сказать и не да, и не нет, или уйти от какого-то конфликта, или буквально соревнования. У вас другой путь, другие какие-то возможности. Давайте по части денег, хотя тут нам про деньги уже сказали. Рыцарь кубков, что-то вас будет радовать по части денег. Может быть, это как какая-то новая возможность. Ведь рыцарь кубков это еще пока не база. И у вас, тем не менее, в оракуле Ленорман 2 серьезные карты, и они, я говорила, бубны – это деньги, документы. Поэтому я так больше вижу, что по деньгам какие-то радостные новости, возможности, или, может быть, контакты с тем человеком, который нужный. Или кто-то согласится с вами как-то сотрудничать, или вы найдете каких-то партнеров. Тут, конечно, нужно держать ухо востро, потому что по рыцарю кубков это еще пока не база. Но то, что вас будет что-то радовать, поэтому, может быть, нам и говорят, как аркан мага, тебе в этих энергиях придется не просто в эти 10 дней, а с заходом на май. Потому что никогда не проигрывается старший аркан на короткий период времени. И все то, что я вам сейчас говорю, вот эти события, они где-то и будут или продолжат разворачиваться в мае месяце. Примите это во внимание. Но то, что радость какая-то по части финансов будет, это точно. Или решить какой-то финансовый вопрос, оформить, может быть, финансовый документ. Или как помощь какая-то, но все равно и ваша какая-то траектория по финансам тоже может меняться. Личная жизнь. Но не совсем тут нам про любовь, хотя по королю кубков, кстати, как раз эта карта иногда олицетворяет любящего человека. Но по королеве мечей это опять же карта независимости и про образ Юдифи. Когда мы можем захотеть где-то даже остаться один на один с собственными мыслями. Может быть, того дела требует и нужно что-то обдумать. Или мы отдаем предпочтение просто нашим планам. И, может быть, дело того действительно требует. Все-таки 10 дней – это не такой большой срок. А тут я вижу по остальным картам, что-то очень важное у вас может решаться. Когда нет, может быть, сил на личную жизнь или времени даже нет, тогда я могу предположить, что какие-то важные решения
кто-то будет из вас и принимать, вот как в самом начале я говорила, по части конкретного человека, или для кого-то из вас важные согласования, вопросы работы, бизнеса, денег, они выйдут на первый план, а для кого-то из вас это выбор. Королева мечей, если я сказала про образ Юдифи, Юдифи это была молодая вдова, очень красивая. И меня люди смотрят из разных стран. И есть, значит, мои дорогие девочки, может быть, это просто именно как женская энергетика, когда вы сейчас вынуждены рассчитывать сами на себя. И быть одновременно вот этим магом, пусть более мужские энергии, но вам это буквально тоже помогает. И по королеве мечей мы храним молчание. Ну, наверное, как и маг. Потому что молчание – это как на вес золота. Когда Юдифь отправлялась на свой героический поступок, благодаря которому она вошла в Ветхий Завет и в историю, никто не знал, что она намеревается делать. И ей это помогало. Вот и вам это где-то тоже, мои дорогие, помогает. Но тут вы можете что-то такое совершить, чего от вас никто не ожидает. Или для себя что-то очень важное тоже решить, может быть, договориться с кем-то. Или построить какой-то дальнейший план, который вы продолжите осуществлять в мае месяце, и он для вас откроет какие-то новые перспективы. А вообще я должна сказать, счастье и удача любят тишину. Поэтому молчать в окружении вот таких двух карт, как рыбы, так и колесо фортуны, определенно стоит. Но и не упускать времени. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.